Много ли мест на нашей планете, где живут бок о бок на относительно небольшом участке Земли десятки национальностей? Каждая из них имеет свою особенность, отличающую ее от всех остальных. Это поистине таинственное место уникально тем, что здесь можно найти автохтонные нации. Что это такое? Это значит, что возникновение, видоизменение и судьба таких этносов, насчитывающие несколько тысячелетий, была связана исключительно с этим местом. Большинство известных нам цивилизаций были созданы или уничтожены вследствие движения человеческих масс в лучшие земли, в поисках пищи или условий для выживания. Такая доля некогда постигла почти все племена на всех континентах, но кавказцы – одни из тех немногих, что живут на своей земле настолько долго, что однозначно отследить, когда эта часть нашей планеты была заселена, фактически невозможно. В местных сказаниях и даже летописях существует убежденность общего источника автохтонных кавказцев, и возводится она к известному всем Ною. Если хотите отдельное видео на эту тему, напишите в комментах. Данная легенда косвенно основывается также и на том, что кавказские языки не имеют никаких связей с языками вне этой области, а также они не входят ни в одну языковую семью, и потому де-факто считаются языками-изолятами. Эта местность является кладезем для исследований и изучения, обсуждать ее особенности можно часами. Но сегодня мы с вами ознакомимся с тем, как выглядит Кавказ в наши дни, каков его этнический, политический, экономический и религиозный состав. Не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о следующих выпусках. Под видео можете написать, какую тему вам бы хотелось увидеть в дальнейшем на этом канале. А мы начинаем. Для начала небольшое, но очень важное отступление по теме сегодняшнего выпуска. Те, кто уже подписан на мой канал, знают, что не так давно я запустил новый тип видео под условным названием «А что если бы?». Это не более чем безобидные фантазии на тему объединения схожих наций, государств, языковых и экономических союзов. Все это можно подогнать под единое понятие – альтернативщина. По типу «что если бы Советский Союз уцелел» или «что если бы не было какой-то войны?». Но есть один важный нюанс. На этой неделе в России вступил в силу неоднозначный закон. Согласно нему, любая деятельность, связанная с обучением, будет исследоваться на тему разжигания ненависти, агитации незаконных действий и, внимание, посредством сообщения недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. Что это значит? Кто будет устанавливать законность того или иного высказывания, пока не ясно. Похоже на то, что отныне в Ютубе нужно вещать только в духе официальной повестки государства и никак иначе. Путин президент мира! Ура! Потому для тех, кто не успел или не захотел ознакомиться с заставкой в начале видео, официально сообщаю. Данное видео, как и все остальные на моем канале, не имеют цели какой-либо агитации, ни к чему не взывают и вообще все факты вымышлены, а совпадения случайны. В целом мне нечего беспокоиться, ведь я всегда ставил акцент на соблюдении целостности государств, как это и установлено ООН, но на всякий случай, зная, сколько у нас обиженных людей, что любят писать доносы, в течение всего видео я буду напоминать о своей позиции, чтобы даже если кто-то и захотел найти что-либо незаконное, мы лишили бы его подобной возможности. Спасибо за внимание, а сейчас к теме. Где Кавказ начинается и где же его конец? На эту тему дебаты идут с того момента, как эта дилемма вообще появилась. Чтобы сегодня мы смогли подогнать все под общий знаменатель, мы должны понимать, а как же собственно считать. Итак, существует несколько основных концепций. Политическая, античная и географическая. В античности Кавказом называли все от Малой Азии до Гималаев. Увлекательный факт. Александр Македонский, осуществляя свой знаменитый поход в Индию, основал поселение под названием Александрия Кавказская. Где бы вы думали, оно находится? В восточной части Афганистана,
Неожиданно, согласитесь? Тогда это тоже считалось Кавказом. У этой концепции есть абсолютная оппозиция. Давайте ознакомимся. На Кавказе все довольно вспыльчивые и очень любят доказывать, кто из них больше кавказец. С появлением социальных сетей каждый уважающий себя школьник считает своей обязанностью написать в комментах, почему именно его нация – это истинные кавказцы и потомки Ноя, а все остальные немного похуже. Главным и весомым доводом в таких дискуссиях является наличие возвышенности, но вот какая незадача. Если вы ознакомитесь с ландшафтом Кавказа, то, возможно, будете удивлены. Подавляющее большинство живет в долинах и у подножия Кавказа, а не в самих горах, и это естественно. Чем многочисленнее нация, тем сложнее ей выжить в тяжелых условиях, что вынуждает людей спускаться в долины, где в достаточном количестве пастбища, поля, места для поселений и необходимые условия для жизни. Большая часть Дагестана, Чечни, Азербайджана – это вообще степная зона, что, собственно, и объясняет густонаселенность в этих областях. Те, кто считают, что Азербайджан не является Кавказом, должны ответить себе, считают ли они кавказцами лезгин, удин и аварцев, живущих в этом государстве. Адыги – один из символов Кавказа, но 90% их исторической земли находится в долинах Кубани. Кто может сказать, что они не являются кавказцами? Грузины, что населяют почти весь Южный Кавказ, также живут и на юге, в сотни километров от Кавказа. По этой логике получается, часть этой нации кавказцы, а часть нет. Часто также можно услышать, что карачаевцы и балкарцы из-за того, что их язык не считается автохтонным, не могут быть кавказцами. Но если судить по местоположению, то это они могут подшучивать над всеми остальными, ведь в отличие от многих, они живут именно на возвышенностях Кавказа и считаются одними из самых высокогорных наций в нашей части света. Как вы видите, подобные выяснения не имеют ни смысла, ни логики. А потому наиболее оптимальной концепцией является политическая составляющая. На Южном Кавказе есть независимые государства – Азербайджан, Грузия и Армения. На Северном имеются 7 республик, входящие в состав российского государства, а также 2 области, что находятся по соседству с Кавказом. Неделю назад в сообществе я выставил голосование, где вы должны были постановить, включать их в статистику всего Кавказа или нет. Единого мнения не было, следовательно, я покажу обе опции. Ах да, ввиду замечательных законов и свободы слова в русскоязычном YouTube, сегодня мы не обсуждаем гипотетическое объединение в единое государство, а всего лишь подсчитываем общие показатели Кавказа, не более. Итак, население Кавказа с 2 областями более 30 миллионов человек. Это почти как Узбекистан, то есть позиция, входящая в топ-50 наиболее населенных государств планеты. Если же учитывать только республики, общая численность составит почти 25 миллионов, и это немного более, чем Тайвань. Основное население составляет Южный Кавказ и Дагестан, вместе около 82%. По площади Кавказ обгоняет Японию, но уступает Швеции. Все субъекты значительно отличаются по своей величине. Так, самый маленький из всех, Ингушетия, меньше Азербайджана почти в 27 раз. Если же считать только данные по республикам, позиция Кавказа будет находиться между Италией и Великобританией. И снова на Южный Кавказ с Дагестаном выходит около 80% всей площади. Мне очень хотелось бы показать вам экономическое состояние Кавказа, но это невозможно сделать точно, так как на южной его части находится самостоятельное государство, а все остальное это субъекты России, и соответственно данные по ним лишь оценочны, ввиду того, что некие субъекты больше отдают, чем получают, а иные являются дотационными. Ситуация де-факто может отличаться, но в целом соотношение более чем понятно. Думаю, что заметно выделяется Краснодарский край. Показатели его валового регионального продукта выше даже, чем у Грузии и Армении, и почти сопоставимы с Латвией. Но это является исключением, ведь в самой России он занимает 7-ю позицию, уступая лишь Москве, Питеру и нефтеносным областям. Экономика всего Кавказа в совокупности могла бы обогнать Словакию. Если же учитывать только республики, то почти половина экономического потенциала находится в Азербайджане, а Южный Кавказ и Дагестан составляют 90% от общего ВВП. Учитывая, насколько густонаселена эта земля, ВВП на душу населения слегка обгонит позиции Молдовы, что является одним из худших показателей в Европе. Если считать только экономику республик, то это число опустится еще ниже.
Что ж, если до этого учитывались свежие данные, то для составления этнического и лингвистического состава следует использовать последние официальные учеты населения. Да, не десятилетней давности, но зато какой-никакой подсчет был. Не думаю, что соотношение сильно изменилось на сегодняшний день. Итак, с учетом двух вышеупомянутых областей, Кавказ — это поистине смесь языков и наций. Слева вы можете видеть 20 самых многочисленных из них. Азербайджанцы, русские, армяне и грузины составляют 75% всего населения. Забавно то, что 22% армян от их общего количества на Кавказе живут не в Армении. Что же касается языков, то здесь их одинаковое количество как кавказских, так славянских и тюркских. В начале видео я уже упоминал, что язык не обязательно является показателем автохтонности нации. Большая часть, а может быть и большая часть тех, кто использует язык не из списка кавказских, генетически мало чем отличается от соседей, что указывает на языковую ассимиляцию, или, если более научно, языковой сдвиг. Потому не стоит думать, что кавказцы составляют численное меньшинство на Кавказе. Они нет, но вот кавказские языки немного уступили свои позиции. Совсем иначе выглядит учет только по республикам. Как видите, почти моментально исчезают славянские языки, они составляют менее 5%. Возможно, после пандемии в каждом из этих государств все-таки сделают долгожданный учет населения, и мы сможем сопоставить новые данные с этими. Ну а пока движемся дальше. И вот мы дошли до того момента, из-за чего я все-таки вынужден был показать вам статистику Кавказа и с областями, и без них. Потому что во многом данные очень отличаются, в зависимости от того, как считать. Существует миф, что Кавказ — это абсолютно мусульманская область, но это, конечно, далеко не так. Если учитывать только республики, то мусульмане составляют 65%. Вместе с областями количество последователей ислама и христианства плюс-минус одинаковое. Что может быть необычно для многих, на Кавказе довольно значимое количество язычников, около 1%. Атеисты составляют от 1 до 2, но считается, что фактически их куда больше. Что касается населенных пунктов, то миллионники есть только на Южном Кавказе, хотя Краснодар уже 15 лет объявляет о достижении отметки в 1 000 000 жителей, официально пока это не учтено. Также вы можете видеть сейчас топ-15 городов в республиках Кавказа с наибольшим количеством жителей, половина из них находится на юге. Можно подвести некие условные итоги по основным показателям населения, площади, ВВП и ВВП на душу населения. Наивысшие позиции занимают Азербайджан, Краснодарский край и Грузия. Довольно неплохие данные у Армении, Ставропольского края и Дагестана. Что объединяет их всех и почему такое соотношение? Конечно же, нужно учитывать, что республики Северного Кавказа довольно невелики по своей площади и населению, оттого сопоставлять условную Ингушетию и Адыгею с Азербайджаном или Грузией как минимум бессмысленно. Но сейчас у вас есть общее понимание, как выглядит Кавказ. Также хочу вам показать данные всего Северного Кавказа на фоне всего Южного. Левая колонка учитывает дополнительно 2 области, а правая же показывает только республики. Здесь вы можете видеть население и площадь. А здесь экономические показатели. В целом, если учитывать 2 области, то можно сказать, что во многом Северный и Южный Кавказ похожи и не особо сильно отличаются по населению, площади и экономике. Если же без Краснодарского и Ставропольского края, то, конечно же, республики Северного Кавказа значительно уступают Южному. На это также влияет и то, что они являются частью государства, де-факто областями, субъектами. А на Южном Кавказе мы имеем дело с независимыми государствами, что сами несут ответственность за себя. Следовательно, их ошибки и их успехи зависят только от них самих. Об этом тоже нужно помнить. Сейчас Кавказ не является чем-то единым, и он никогда единым не был. Всего лишь дважды за все свое существование он находился в одном политическом поле. Единожды попытка объединить Кавказ была в XII веке. Тогда это был первый и последний подобный шаг, сделанный не захватчиками извне, а самими кавказцами. Грузинское царство, объединившись, занимало весь Южный Кавказ. После изгнания сельджуков наступил тот долгожданный момент, когда над Кавказом не было ни одного внешнего гегемона. Алания, Дзудзукия, Лекия, Ширван и остальные на Кавказе стали спутниками грузинского государства. Никогда до этого и тем более после не было столь подходящего момента, чтобы создать единое кавказское государство.
Сейчас нам сложно судить, почему этого не было сделано, но нашествие монголов, а вслед за этим движение азиатских племен с востока на запад, оказались слишком тяжелой ношей для Кавказа. Грузинское царство лишилось влияния не только на всем Кавказе, но даже на своих землях, вследствие чего наступила феодальная обособленность. Алания была уничтожена, зихи, косоги, леки и дзудзуки были вынуждены отступить на возвышенность и только спустя несколько столетий смогли заселить долины. Племена кавказских албанов, так и не успев закончить этногенез единой нации, стали частью соседних этносов. Дальше Кавказ будет полем битвы между большими и влиятельными соседями. В конце 19 века весь Кавказ оказался в составе российского государства. В конце 20 века Южный Кавказ снова стал независим. За 100 с лишним лет нахождения этой области под общим началом никакого единства не наступило, да и не могло наступить вследствие колониальной политики, когда местных сталкивали между собой, дабы не допустить объединения с целью освобождения. Видоизменив известные слова, я бы сказал: «Кавказ – дело тонкое». Здесь нет и не может быть того, кто смог бы повести за собой остальных, как минимум потому, что ни одна нация на данный момент не является достаточно могущественной, чтобы объединить возле себя остальных. Все плюс-минус находятся в одном положении. А как максимум, потому что самолюбие и чувство собственного достоинства, доведенное до идиотизма, не позволяет немного уступить в целях общего благополучия, как это сделали в Европе, создав ЕС. Путь единства Кавказа начинается не с общих политических взглядов, не с единой экономики и даже не с попытки объединиться. Все это уже плоды, что будут по итогу. Единство начинается с осознания того, что кавказцы не имеют никого ближе, чем собственного соседа. В этом и заключаются адаты настоящих кавказцев. Гость и сосед всегда имели особое значение в обычаях местных жителей, потому что в беде он будет ближе остальных. И неважно, языком общения у него служит кавказский язык, тюркский или славянский. Не имеет значения, твой сосед живет в долине Кубани или на склонах Мингитау. Когда кавказцы вспомнят, что завещали им деды, тогда и будет единый Кавказ. На сегодня у меня все. Мир вашему дому.